Куда в целом можно поехать, потому что все-таки 22 год выставляет за собой очень большие ограничения. Где вот это вот красным, типа, ловушка, вот это должен сказали, потому что в первый раз отказали. Добро пожаловать. Давай сегодня поговорим, знаешь, о чем? Давай поговорим о поиске работы за границей для диджитал и IT ребят. Вот. Что это вообще, на твой взгляд, такое? Почему за границей? Ладно, это было модно в прошлом году, да, там события, все такое, все куда-то уезжали, работа за границей. Почему это вообще актуальная тема сегодня? Давай вот так вот немножко перефразируем. Но перед этим, кто ты такая, Даша? Людям интересно узнать. Расскажи про себя. Хорошо, с удовольствием. Ребят, всем привет! Меня зовут Даша. Я основательница проекта Agile Fluent. Это сервис, который помогает ребятам, в основном из IT и Digital, искать работу за границей. Мы существуем с 2021 года. Мы помогли уже больше 1000 ребят переехать в разные страны и начать свой карьерный путь на международке в Америке, Великобритании, в Европе, в Сингапуре, немножко в Азии, в Дубае, Арабских Эмиратах и так далее. И мы вот на своей шкуре моей команды, там больше 30 человек, понимаем, каков этот путь на самом деле, почему ребята хотят начинать свою карьеру, да, на международном рынке и менять свой там карьерный путь, трек, какие продукты их интересуют, сервисы, и почему их всех тянет, ну не всех, а часть айтишников, диджитальщиков тянет работать в Европе и Америке. Вот, поэтому в целом я здесь, мы с тобой про это будем болтать. Хорошо, Даша, ты рассказала про то, что ты с 21 года этим занимаешься. А сколько людей уже помогла, перевезла или сколько? Кто эти люди? Давай вот опишем средний портрет этого человека. Кто мигрирует? Конечно. Кто мигрирует? Мы перевезли где-то около 100 ребят. Точно статистику вести сложно, потому что часть ребят как бы вроде бы получили офферы, но потом остались, и вроде бы мы помогли оффер получить, но они не до конца переехали. Некоторые ребятки там где-то в фоне потерялись, мы помогли им совсем чуть-чуть на пути. Но, в общем, мы знаем приблизительно где-то о 100 кейсах. В основном ребята приезжают в Европу. И если говорить про портрет, кто это, то это, условно, сеньорный продакт-менеджер, например, или сеньорный проект-менеджер, solution-архитектор или сеньорный разработчик, лид, которые уже либо достигли потолка здесь, в России, делая что-то, и работают уже в топовых компаниях, и выше некуда смотреть. Условно, я из Яндекса, я из Сбера, я из Тинькова, я делаю суперский стартап, и которые да, классически хотят что-то, что не ограничено какой-то территорией, да, я делаю продукт условно для России и для понятных мне ребят и клиентов потенциальных, а я делаю что-то очень глобальное и большое. И вот вдохновленные такими большими продуктами, большими масштабными задачами, ребята в целом и, ну, соответственно, ищут работу за границей. Вот. То есть, слушая тебя, Даша, я пока представил, что джуны никуда не едут. Их задача гребсти и работать. Это правда. К сожалению, пока джуны никуда не едут. У нас были очень хорошие кейсы трудоустройства джунов, правда, у нас было несколько, но это так тяжело, господи, ребята, это просто невероятно сложно. И во всех кейсах, когда у нас был успех, когда офферы ребята получали, они по какой-то причине уже были в стране, то есть их перевозить уже не надо было. Например, они приезжали со своим партнером, который получил оффер, и его перевезла компания, или они были по студенческой визе где-нибудь в Германии. Нет, наш был кейс с Италией, девушка в Италии, которая училась на дизайнера, и потом ей просто нужно было, и она имела возможность искать работу на территории страны и после обучения остаться, да, ее взяли на стажировку. Вот это у нас как бы получалось. А чтобы джуна условно из России перевести, его релоцировали где-то работать, нет, к сожалению, нет. А на твой взгляд, на чем они все сыпятся? Это английский, это навыки, что не устраивает? А мне кажется, тут даже вопрос в том, что не устраивает. А ребята, работодатели в Европе, Америке не рассматривают, да, кандидатов джунов, а рынок их тоже достаточно полный, большой. Ребят, второе, риски. Заключать трудовой контракт срочный где-нибудь в Европе, это значит, ты заключил, и ты как бы работаешь это время. Очень тяжело его расторгнуть в процессе, и поэтому взять джуна, а еще и перевести, что дорого, да, в среднем перевести в Европу, куда-нибудь в Германию, человек стоит условно 10 000 евро, и еще 3 месяца подождать.
но это как бы too much, и поэтому джунов даже не рассматривают совсем. Вообще. Я на самом деле немножко мониторил рынок, и у меня сложилось свое мнение вообще, куда ехать. Ну, если ехать, ну вот условно, вот я потенциальный кандидат на переезд, вот достиг всего, поработал в пятерочке, там CTO, поработал там еще где-то, и достиг всего-всего. И я вот сидел, открыл карту и сидел, смотрел, куда можно поехать. И на твой взгляд, в каких странах перспективно работать и почему? Потому что я сверю со своим списком, и так как ты эксперт, подискутируем на эту тему. Мне кажется, тут куда ехать будет складываться из двух пазликов. Первое, куда в целом можно поехать, потому что все-таки 22 год доставляет за собой очень большие ограничения сейчас для специалистов из России, и не везде можно приехать и условно легко получить визу рабочую, и поэтому часть стран совсем недоступна для нас. Все, что условно там про Сербию, Черногорию, Словению, около того, все очень тяжело. Польша, все очень тяжело и сложно, поэтому сразу аут. Достаточно тяжело стало, например, с Великобританией, когда она отсоединилась от Европы, у нее свои условия по виза-спонсоршипу, который тоже очень сложный, и поэтому туда пробраться просто напрямую «возьмите меня» тяжело. Да, и вот отсюда количество стран сокращается. И Америка, например, тоже очень сложно, если в лоб тараном просто ее брать, возьмите меня на работу. H1B виза дается раз в год по очень большому конкурсу на место, всего там 60 тысяч, по-моему, у них квот. Это достаточно непростой процесс. Год, чуть-чуть. Да, сокращают, конкуренция растет и прочее. И вот это все, конечно, тоже все усложняет. Поэтому, если условно хотеть в Америку или в Великобританию, в англоговорящие страны, или даже в Австралию, Новую Зеландию, там тоже все не очень просто. Хоть и на самом деле чуть-чуть послабее, получше стало в 2022 году, но все равно очень тяжело. То это обходные пути. То есть тогда нужно будет устраиваться в компанию, у которой много разных офисов по всему миру, и перевозиться по визе, когда ты из одного офиса переводишься в другой компании. Вот эта ситуация рабочая. Да. Ой, не один, она как-то... Нет, L. Визы L. L1 да. называются. В Америке, мне кажется, в Великобритании и Австралии они будут по-другому называться, но не суть. Вот, это вот видели, Даша заметила, вариант. Она поправила, да? То есть эксперт бы так не смог. Sorry. Ну да, второй вариант — это виза талантов. Ты очень правильно заметил, условно О1. Есть еще какие-то более сложные визы для супер высококвалифицированных спецов для США. Я тут уже не скажу, как они называются. Есть виза Global Talent в Великобритании. Это второй путь, как туда. Если говорим про Европу, не ту, которая ближе к нам, а та, которая прям Европа, то сейчас хорошо и активно нанимают в Германии, активно Нидерланды, хорошо в Португалии, неплохо в Испании. И в целом, на самом деле, все. У нас есть опыт трудоустройства ребят в Италию, например, где тоже очень маленький рынок. Или вот сейчас мы пытаемся устроить бизнес-аналитика во Францию, у которого уже есть work permit. И это прям очень тяжелая задача, потому что рынок такой малюсенький, мы просто там раз в неделю наскрябываем там типа 5 новых вакансий на всю Францию. Это очень мало, это очень мало. Слушай, я тебя слушаю, у меня сложилось ощущение, что можно поехать в какие-то точные города в Европе, но почему не Польша? Вот давай жирные, пойдем жирных путей. Вот Польша, все же едут в Польшу. Вот я из Беларуси, у меня тут каждый второй в Польшу уже. У меня у самого есть рабочая виза в Польшу. Я не знаю, все что-то едут в Польшу. И я вот посмотрел, ну давай маленькая история, я посмотрел польские приколы. Мне, чтобы условно открыть ИП, да, зарабатывать деньги, мне надо получить какую-то нелегальную бумажку о том, что я кому-то съеду, если я съеду. Да. Потом я только смогу снять жилье в аренду. Это уже деньги. Без жилья в аренду мне ИП не откроют, а если откроют, то когда я расторгну контракт с жильем, у меня заберут мое ИП, и я не смогу зарабатывать. Это такой, типа, в смысле? Замкнутый круг какой-то. Да, я так посчитал, что обслуживание мне просто вести какую-то деятельность из Польши будет стоить $7 000 в год. Ну, там, от 5 до 7. Но в любом случае звучит как отстой какой-то. Ну, вот. Это На твой взгляд, почему не Польша? Ну, если мы говорим про поиск работы, потому что все-таки тема с ИП, я условно открываю там ИП и работаю на все, кого хочу. Да, условно, Польша для меня просто место, где я
базируюсь, а работаю на европейский рынок, американский, по контракту, которые не берут меня в Штаты, да, ребята. Супер вин-вин история. Проблема только в том, что Польша очень сейчас не очень к ребятам с паспортами, да, красными, не очень разрешают нам туда въезжать, и это началось практически сразу, да, с февральских событий. А второе, если говорить про вариант, про который обычно agile fluent, это когда ты ищешь работу работодателя, который устраивает тебя на работу, да, у вас трудовые взаимоотношения с налогами, дележка там ответственности и прочее, то это вообще все уже прям прикрылось. То есть Польша не выдает work permit для ребят из России. Вот. И для поэтому Беларуси выдает. Там нет. Вот для белорусов, возможно, все открыто. Но, с другой стороны, польский рынок сам компаний не то чтобы тоже очень большой, да, вот мы еще про Сербию тоже нас часто спрашивают, что-то очень похоже между ними, так вот мы ощущаем, да, по вайбу, что в Сербии вроде бы как айтишечка есть, но она такая, больше про отстафить ребят, которые делают что-то на Америку, на Европу, и это тоже особенный рынок, да, а если мы возвращаемся к тому, про что наши ребята, клиенты, да, это состоятельные сеньоры, медлы, которые уже очень много хлебнули разного и сделали крутого, и на самом деле медальки у них уже на груди висят, ну, аутсорс, какая-нибудь разработка кому-нибудь чего-нибудь, не то чтобы очень привлекательно для них. Вообще поэтому у наших клиентов, да, у наших ребят в профиль, конечно, мы в Европу, желательно еще бы в Лондон, потому что там все просто пышет, и очень много денег, и очень много инвестиций, клевых проектов. Еще бы круто потом в перспективе в Америку, но не в Польшу и в Сербию, если честно. Ну, слушай, у меня с Лондоном есть свои терки, потому что мне 2 раза отказали с визой вообще туристической. Я на них обиделся. Первый раз мне отказали, потому что я денег им не показал. Вот, я решил, что мои нелегальные доходы не надо светить. Вот. Во второй раз отказали, потому что в первый раз отказали. И сослались на, типа, мы вам тебе отказывали, ну вот, поэтому... И я, знаешь, я сдался. Я как-то вот думал в этом году пойти тоже открыть в Лондон что-то, но пока такой думаю, блин, они же мне точно откажут. Слушай, это, конечно, не в рамках темы про поиск работы, но я вот тоже пару дней назад ресерчила тему, а как открыть стартап в Великобритании. Я не до конца. И вот стартап-визу, просто там быть и иметь возможность бизнес вести. Но там что-то очень сложное. Тебе нужно найти акселератор, который условно будет тебя поддерживать. Ты будешь ему отстегивать каждый год определенную сумму денег. И ты такой, ну, может быть, я как-то просто приеду по делам к вам туда. Дела буду вести где-нибудь в другом месте, кто более лоялен к бизнесу, который только начинается, потому что выглядит как, ну, не знаю, ребята, наверное, думают, что мы с маржинальностью в 95% работаем и готовы всем денежки отдать. Вот, поэтому с точки зрения открытия там бизнеса тоже, мне кажется, пока не такой. Про мое исследование рынка с точки зрения работника. Мое исследование закончилось тем, что я увидел 2 чаши налогов. Первая чаша — это работать как B2C через ИП. То есть я ИП, работаю с какой-нибудь компанией, компания мне платит деньги, я сам плачу налоги. Все супер. 14% налогов, но есть еще там налог на страховку, там, скажем, $100 в месяц, налог на бухгалтера, пускай еще $100 в месяц, неважно. Есть еще какой-то пенсионный налог. И суммарно, ну, какая-то сумма вырисовывается. Да? Но вот именно польско-польские компании говорят, не-не-не, мы с тобой как B2C работать не хотим, мы же хотим капитализацию, мы хотим тебя нанимать как employee. Вот, то есть в штат. И из смешного тогда налог уже 40%. Да? То есть мы где-то здесь потеряли уже 26% наших денег. Но прикол даже не в этом. Рынок польский и вот европейский, он так построен, что если ты типа условно говоришь, я в Польше, но хочу типа работать на Европу, вот это мой первый план гениальный. Типа я типа европеец, работаю на Европу, захватываю Европу, зарабатываю деньги. То они говорят, ты в Польше? Тогда максимум, сколько мы тебе можем заплатить, $72 тысячи в год. Все. И я такой, в смысле? До меня это очень не сразу дошло, вот, что у них есть какой-то потолок, вилка. Неважно, ты там общаешься с ребятами из Франции, но ты говоришь, я в Польше, они говорят, окей, тогда вот там, давай-ка мы тебя придавим к земле.
И если, опять же, вернуться к польско-польским отношениям, с 40% налогов, из которых я даже вычеты не могу сделать, а из ИП могу, да, там на расходы, типа машину себе купил, там, не знаю, ноутбук новый, там хоп-хоп-хоп, и мои 14% стали меньше. То с 40% я не могу, и мы берем вот эту фиксированную зарплату до 72 тысяч, отрезаем 40%, вычитаем там аренду, проживание, туда-сюда, и как-то звучит, что я лучше пойду в Макдональдс, там в Беларуси поработаю, зачем мне этот весь геморрой? Честно скажу, что зачастую оно много где так, что ребята, которые, ну, условно получают сейчас зарплату, не знаю, в России или в странах СНГ, в постсоветском пространстве, так назовем, могут получать намного больше денег, чем если они провернут все это очень непростую схему с переездом куда-то, и неважно, да, будет это условно я открыл там ИП, что на самом деле в Европе еще сложнее делается, да, чем, например, в Польше, да, и плачу налоги самостоятельно, versus я еще и плачу налоги как сотрудник компании, которых еще больше по факту получится. Вот, это, наверное, такое небольшое лирическое отступление, но нужно быть очень готовым к тому, что зарплата, которая есть в Европе, точно не будет супер выше, чем то, что вы получаете, а может быть даже и ниже. Вот такая у нас реальность. И возвращаясь к твоей теме с ИП, это правда, на самом деле, работать через ИП выгодно. Да? Ребята, которые в 2022 году переехали условно в Армению, в Грузию, в Турцию и открыли здесь, ну не в Турцию, в Армению, Грузию в основном, и открыли здесь свои ИП и работать сейчас с компаниями, платят намного меньше налогов и чувствуют себя прекраснее, чем те ребята, которые условно там, очень-очень искали работу где-нибудь в Германию, получили ее, приехали, такие, так, а жилье дороже, а налогов больше, а если я сейчас буду расти еще, самое интересное, в карьере, на какую-нибудь лидовскую позицию в ближайшей перспективе, моя зарплата может даже снизиться, потому что у ребят ступенчатая система налогообложения. Я перейду порог, и у меня будет больше процентов, и я на руки буду получать еще меньше. Что-то как-то очень странно, почему так? Но действительно, да. Поэтому эта штука не только для Польши, на самом деле, релевантна, но и много-много для каких других мест. Хорошо. Давай маленький вывод по этому блоку. Куда стоит, если вот я такой представитель СНГ национальности и хочу куда-нибудь поехать, то какие бы страны ты посоветовала рассмотреть? Там топ-3 давай. Германия, Нидерланды, но ты технарь, я бы тебе еще Великобританию посоветовала. Вот, потому что технарей лучше, быстрее берут условно в Лондон, еще и сеньорных ребят, как ты. Достаточно легко делать Global Talent визу технарям, проще, чем ребятам из бизнеса, и это, ну вот, просто объективная реальность. И третье, технарей зовут и без Global Talent визы, и у нас есть несколько кейсов, когда ребятам давали job-offer, компании, которые есть в этом очень магическом шорт-листе компаний Великобритании, которые имеют право нанимать сотрудников из других стран, и это более частый случай нанять технического специалиста, чем нанять бизнесового. И в Великобритании потрясающие зарплаты, что хорошо, да, хоть и стоимость жизни там повыше, но там, возможно, в этом месте, в этой стране тебе будут платить намного больше или на значительный процент больше, чем то, что ты получал в предыдущих местах на высоких позициях, даже с падением грейда. Вот, поэтому я думаю, что в твоем случае еще и Лондон тоже. Хорошо, все, Даша, тут точка, тут мы с тобой поговорим в кулуарах. Вообще, как оценить себя на этом рынке? Ну вот, предположим, я задумался по поводу вот этих топ-3 европейских страны, сижу, гуглю. У меня был прикол, давай я сразу со своей истории начну. Давай. У меня был прикол, когда вот начались прошлогодние события, я сидел, думал, ну, кругом жопа, надо поехать куда-нибудь на солнышко, посидеть, почилить, пускай мне еще кто-нибудь зарплату платит. Подумал, а напишу-ка я в EPAM. Вот, что-то мне в голову пришла идея, что есть белорусские международные аутсорсеры с хорошими там потенциальными позициями. Ну, думаю, хочу работать в Испании. Пишу в испанский EPAM, говорю, здравствуйте, хочу у вас работать, все дела. Мы там долго собеседуемся, долгие какие-то там мегапроцессы.
а потом мне говорят, а на руки ты получишь 2000. Я сижу, думаю, сколько? Подождите, я ослышался? Ну, то есть я там себе позицию уже выбрал получше, там, delivery manager, там, что-то там руководить, там, ответственности побольше. Думаю, круто вообще, кайф. Вот и в Испании буду лежать, загорать, и 2000 на руки. Я посмотрел аренду жилья, понял, что я еще немного буду где-то подрабатывать, чтобы просто жить. Вот. Это моя такая японская история с Испанией. Как себя оценить? Я только потом подумал, что надо сначала как-то оценивать, перед тем, как куда-то что-то начинать процесс. Давай, да. Смотри. Ну, да, ты прав, на самом деле. Перед тем, как начинать какой-либо процесс и общаться с работодателями, и ходить на интервьюшки, очень важно понимать, сколько ты хочешь денег, а сколько ты опять будет складываться из того, сколько ты хочешь, твоих желаний и каких-то необходимостей, да, вот этого базового минимального уровня. Вот, зарплатки можно смотреть на сайтах разных, на Glassdoor, на Levels можно посмотреть. Вопрос в том, какого уровня посмотреть зарплатки, да, потому что middle и senior, там вот прям, там вилки прям значительно отличаются, если честно. И у нас есть такой, мы рекомендуем ребятам оценивать свои грейды, называем это job market fit, такой research, да, насколько твои скиллы, ну мы же продукты, как бы, насколько твои скиллы подходят рынку труда какой-то страны и индустрии, куда ты хочешь. Да? Очень важно какой-то страны индустрии, потому что когда ты начинаешь просто супер широко смотреть, у тебя требования прям очень сильно варьируются, поэтому желательно страны и индустрии для ресерча хотя бы для них зафиксировать. Как их зафиксировать? Ну, выбирать те страны, куда тебя гипотетически могут пустить, то есть Польшу туда не добавлять, да, условно. И индустрии, те, которых у тебя был опыт, потому что на самом деле за рубежкой продается хорошо то, что ты уже умеешь делать, поэтому если вы хотите shift какой-то делать в профессиях, то это скорее нужно уже туда, на месте оставить. Лучше идти и продолжать делать то, что ты уже умеешь, просто в другой стране и с другим продуктом. Вот. Мы рекомендуем выбрать условно 10-15 компаний, выписать все key responsibilities, которые они там пунктиками прописывают, что ты будешь делать и какие требования к тебе. А потом сгруппировать их, они будут очень часто повторяться. На самом деле, по нашему опыту, мы делали так много раз для наших клиентов, у тебя 80% штук будет прям одинаковыми, прям 5-6 штук, которые будут, практически у каждой вакансии встречаться. И дальше тебе нужно проставить, можешь ли ты это делать в теории, на практике, только в теории, только на практике, или вообще не знаешь, что это такое. И я рекомендую брать сначала тот левел, который у тебя есть на работе сейчас, текущий твой, условно сеньор, и просто чекать, что у тебя достаточно много, 80% вещей, большая часть, ты знаешь и в теории, и на практике. Если ты знаешь больше в теории, но нет у тебя практики, то грейд нужно, скорее всего, понизить и дабл-чекнуть, что условно ты теперь middle plus. У ребят, кстати, есть еще деление, они еще есть middle plus ребята, да, не просто middle plus, да, middle plus и сеньоры. Вот, условно там на middle plus грейд, да, посмотреть себя. А если много чего в практике, но нет в теории, просто значит, что к интервьюшкам нужно посильнее готовиться будет, потому что теорию гоняют, все равно спрашивают, да, чтобы не сваливаться, надо просто быть к этому готовыми. Так себя проверить. Вот он твой будет, условно, я сеньор, и, пожалуйста, в Glassdoor посмотреть приблизительно вилку зарплаты, на которую ты можешь рассчитывать. То есть, если очень грубо по шагам, и мне не надо сидеть и думать, окей, я тут сеньор, сейчас я там буду тимлидом. То есть это уже влажные фантазии, надо их пока оставить. Там же грейды отличаются. То есть я, например, вот подумал, пока тебя слушал про большие компании, например, типа там Meta, там Google, Microsoft, у них вообще непонятно, какие там левелы, там у них L1, там P8, и сидишь такой... Они тебе дадут немножко наводки. В каждой практически вакансии есть требования по количеству лет опыта в какой-то где-то, да, это либо в чем-то технологическом, да, каком-то окружении, либо Даша, в продуктовом, либо с типом задач. Смотри, ты говоришь про какое-то количество лет опыта, но я просто знаю СНГшный рынок. Тут количество лет опытов оценивается. Если ты ничего не знаешь, это 3 года опыта. Если ты хоть что-то знаешь, это уже там 3,5, и там поехали. Но тут нужно объективно посмотреть на свой опыт и посчитать, да, типа сколько у меня было лет поштучно, да, на пальчиках, по-другому никак.
и отправлять на что-то приблизительное. Вот мы ребятам помогали, и технарям, и бизнесовым ребятам в Фанк устраиваться, и везде рекрутер тебя, если что, корректирует. То есть все прекрасно понимают, что вот эту ступенчатую структуру никто нахрен не понимает, где, в какой буковкой и циферкой ты называешься, поэтому ты на приблизительно что-то кидаешь, и тебя потом просто корректируют. Да? Это либо происходит в переписке, либо на звонке с рекрутером. У нас так было с разработчиком, которому мы помогали. Он сначала подался на позицию, которая ниже, по ощущениям рекрутера, была после их интрозвонка, чем он может. И они просто сказали: слушай, а дальше может быть вот сюда? Да, только здесь территории немножко другие. Типа, ничего, если это будут вот эти страны, потому что мы их сейчас не нанимаем туда, куда ты хотел. Все, супер, он дальше продолжил на повыше. А с продуктом, точнее, даже с бизнес-аналитиком, которого тоже в Google звали, случилась обратная история. То есть ему, наоборот, сказали: слушай, кажется, может быть, пониже чуть-чуть, да, вот они приблизительно наши ожидания по зарплате, если ты готов условно продолжать, давай продолжим. Но у них там дальше потом на следующем смотри, Даш, ты говоришь, сложилось. как будто вот я слышу, что в СНГ, вот я прихожу на собеседование, у нас каждый раз это драка. Ты такой становишься так. Тебя спрашивают, сколько ты хочешь денег? Ты такой: так, сейчас, а тут, подождите. Ты не можешь сказать меньше, потому что торгов не будет, никто там тебя не поправит, скажет там: не, ну давай больше. Такого у меня в карьере не было. Вот, поэтому ты такой прицеливаешься и такой: ну, наверное, так, на глазок, пускай там столько-то денег. И такие, да. ну, и пропали. И ты не знаешь, ты угадал, не угадал, какое число надо было назвать. То есть в Европе они разговаривают? Да, в Европе разговаривают. Здесь тебя на самом деле сразу спросят, сколько ты хочешь, и я бы рекомендовала вот этот условный твой уровень хорошей жизни тебе оценить. Помимо вот этих Glassdoor'ов, про которые мы говорили, есть еще сайты, которые помогают оценить тебе стоимость жизни в какой-то стране. Да, вот рекомендую просто зайти туда посмотреть. Аренда жилья приблизительно столько-то, продукты приблизительно столько-то, интернет столько-то, не знаю, там аренда машины, если нужно, и так далее, детский сад и прочее. И прибавлять какой-то процент. И мы всегда говорим: ну, слушайте, 30% прибавляйте на старте, 40%, вы все равно будете потом торговаться. И это логичная штука, сказать: так, я хочу вот столько-то, и на встрече, на интервью сразу же объяснить, почему. Ну, слушайте, у меня вот такая ситуация, мой контекст. Еще, кстати, очень важно, в Европу переезжают обычно, да, если семьями, то один человек резко становится тем, кто работает и приносит деньги, а второй начинает сидеть с детками, потому что, к сожалению, процесс нахождения всех этих садиков и устройства какого-то обычного флоу жизни занимает много времени. Это пипец. И поэтому ребятки вместо того, что работали вдвоем, у них была мама или кто-то поблизости своих, становится папа работает, мы все как-то тут пытаемся как-то в новой реальности как-то собраться и так далее, и поэтому это совсем другие условия. И очень круто, ну, на интервью сказать: слушайте, ребят, у меня тут семья, 2 детей, да, я работаю сейчас, жена с детьми, поэтому у меня такие ожидания. И компании, на самом деле, открыто говорят, входит это в их вилку или нет. То есть у них нет на старте какой-то конкретной цифры, но они говорят: окей, мы готовы продолжать это в нашей вилке. У нас был прикольный кейс с solution-архитектором. Он вот в понедельник прошел финальное интервью, не знаем сейчас еще пока ответ, в Германию. И на первом же интервью Антон, вот наш клиент, просто взял, перевел, ну, как-то вот сказал свою сумму денег, вот на что я рассчитываю, да, условно по такой же схеме, у него там несколько детей, жена и прочие штуки. И они ему сказали: слушай, мы можем от этого на 15% меньше, потому что вот такой вот у нас бюджет. Ты готов продолжить? Мы бы с радостью, но, к сожалению, ну, типа, вот это наша реальность. Он такой посидел, подумал, они такие: ну, мы еще плюшки тебе дадим социальные, кучу, если хочешь машину в аренду, поможем там перевезем полностью. Он такой говорит: ладно, все, погнали. И это штука, которая на старте решилась. Да. Кстати, забавная история, мне вот в Польше общался с ребятами, они мне тоже предложили машину в аренду, я такой: в смысле? Давайте просто денег. Типа, зачем? Они не могут. Знаешь, это вот эта еще штука про как снизить. Мы говорили с тобой немножко про ступенчатую, да, налоговую у них систему, про то, что начиная с какого-то уровня ты будешь по факту, и компания твоя за тебя платить намного больше денег. Это избегается, да, не тем, что вот как у нас там немножко наличкой тебе будут, да, платить. Так там не делают, там добавляют больше плюшек. По факту, ну, условно, ребята начинают платить за твое жилье.
начинают платить за твою машину за аренду, да, или там секции деткам, школу и прочее начинают оплачивать. Просто то же самое, что ты бы, наверное, отстегивал со своей зарплаты, которая пришла бы тебе на счет, просто они начинают делать это за тебя. И тем самым вроде бы твоя зарплата увеличивается, у тебя на руках в кэше остается больше денег, но вы не переступаете ступенечку и не платите больше налогов за тебя. Поэтому, ну вот в случае с там, нашим клиентом вот похожая вещь произошла. То есть они ему сказали, слушай, мы не сможем, да и кажется и не надо, потому что будем еще только больше за тебя платить. Давай-ка мы лучше тебе в аренду тачку, детям секции и поможем вам с арендой. Вот это вот будет отлично. Это круто. Это значит, надо просто проговаривать то, что ты куда тратишь деньги. Типа, я трачу деньги туда, я хожу в казино. О, у нас есть скидка, мы тоже ходим в казино. У нас есть купоны на 15%. Ну, если на самом деле без шуток, то правда так, да, то есть все прекрасно понимают, просто никто не может нам, ну, условно, заглянуть в то, какая у нас реальность, да, что сколько там у тебя деток и сколько тебе нужно на жизнь, поэтому очень спокойно про это можно говорить, все взрослые люди все понимают. Еще очень прикольно, что во многих компаниях есть финальный этап, вы все уже обговорили, обсудили, все таки да, готовим тебе оффер, и у вас будет встреча про offer negotiation, где вы еще раз будете, ну, условно, вот это вот, я допродавать свои требования, ребята, продавать, допушивать, может быть, чуть-чуть падение по зарплате, все-таки торг, он будет. И это, на самом деле, правила игры такие. Все торгуются, каждый как бы за свои условия, все за любовь, за diversity, за что-то вместе сделать нереальное, но если будет подешевле, будет вообще огонь. Да, поэтому надо к этим встречам тоже быть готовым, да, и стоять на своей позиции, потому что если ребята уже до этого дошли, значит, они готовы дать тебе оффер, просто не надо ссать и идти на уступки, и просто говорить, не-не-не, вот это столько, это мои финальные условия. Вот, желательно, кстати, еще параллельно, в этом случае мы тоже рекомендуем Еще 5 офферов. Еще 5 офферов, да, это правда. Ребята такие, о, фух, офигенно, моя компания, которую я хотел, вроде бы как, сейчас мне даст оффер, я этим откажу, я не хочу уже дальше продолжать с ними, ходить на эти интервьюшки без меня, особенно технари такие, блин, сейчас решать, это факт, лайфкодинг, это все, давайте я лучше дождусь оффера отсюда и все. Мы такие, нет, пожалуйста, возьми еще один просто, чтобы посветить на фоне, что у тебя есть другие варианты. Это тебе очень поможет твою позицию, да, по финансам. Да, по финансам эту позицию свою отстоять. Ну, это правда работает. Вот. И, кстати, у нас очень много ребят, наших клиентов, выходят на финалочки приблизительно в одно и то же время с компаниями. То есть у них как минимум 2 оффера есть на руках, из которых они выбирают. И это очень хорошо, да, что ты не просто вот первое, что попалось. Это очень прекрасно, да? В наши дни. Ну, ты же как раз попала вот и в ковид, и вот там куча всяких событий. Люди переезжали не только из России, из-за всего СНГ. Плюс сейчас вот я там с началом года компании начали сокращать людей. Там 12 тысяч человек Google уволил, там еще где-то 100 человек уволили все айтишные компании там повсеместно. Сказалось ли это как-то вообще на вот этих релокационных моментиках? По твоим ощущениям? Однозначно, да. Давай я скажу, как у нас было. 2021 год был годом, когда нам очень тяжело было искать ребят в достаточном количестве тех, которые активно ищут работу за границей. Как правило, это было, я планирую, я думаю, хорошо бы мне, но у меня нет какого-то вот конкретного, вот сейчас я взялся и ищу. Либо наши потенциальные клиенты делали очень простую штуку, они просто раскидывали всем, кого знали, кто уже переехал, свою резюмешку, и как-то по нетворку что-то у них там наклевывалось, раз в месяц какие-то интервьюшки, и все было такое, очень плавненькое. В феврале-марте был пипец, и к нам пришло очень много ребят, и много тех, у кого очень низкие вероятности, да, найти работу за границей в какой-то краткосрочной перспективе, да, что нужно сначала, уровень повысить, сначала себя условно по софтам подтянуть немножко, научить себя продавать, или слабый английский, вообще hot topic, да, больше половины у нас ребят, мне кажется, январь, февраль, март, апрель приходили с очень слабым языком, ну и это какая-то вообще сложный квест, нерешаемый, найдите мне работу, чтобы я уехал куда-то в Европу, но чтобы не на английском. Чтобы денег было больше. Потому что английский и чтобы денег было нормально, а еще я один буду работать, а еще у меня семья большая, и ты такой, вау, это слишком сложно.
Да, то есть было очень много ребят, которые на эмоциях принимали решения, и наша миссия в тот момент была стараться как-то показать, как в действительности бывает, да, чтобы не было ощущения, что там вот все быстренько случится, как мы привыкли, условно, у нас на HeadHunter объявление, да, там резюмешку свою обновить, все, тебе начали сыпаться предложения, ты такой, так, все, сейчас я быстренько найду себе работу, за 2 недели контр-оффер принесу, мне команда сделает побольше зарплатку, и все будет офигенно. Так там не происходило, и наша вот миссия была объяснить, да, и мы не брались работать с ребятами, у которых это более импульсивные такие решения, старались их немножко притормозить. Кстати, часть из них возвращаются сейчас с подтянутым английским, это вообще потрясающе. То есть у нас есть ребята, да, у нас есть ребята, которым мы знакомы с ними, там, больше года, уже год, и они такие приходят нам, Даша, все, я прям помню тебя, мы с тобой вот познакомились тогда-то, ты говоришь, да, помню, он говорит, у меня B2, я пришел, мой английский стал лучше, все, погнали работать. Вот, вот это был период там, первых 3 месяцев с февральских событий. Потом пришли ребята, для которых вот в том 21 году те полуспящие, которые интересовались международной карьерой, они понимали, что они к этому готовы, но на это же нужно решиться, потому что очень много страхов на самом деле в поиске. И денег, и времени, потому что это, правда, как вторая работа. Если к этому по-серьезному относиться и не растягивать это на 1,5-2 года, а вот все, я начала искать работу за границей, это на самом деле высокий темп работы. И помимо того, что там резюме, LinkedIn, cover тебе нужно сделать, это штуки, которые мы не делаем хорошо. Просто я для бизнес-школы в 2021 году делала резюме, я делала его 2 месяца. Через день садилась и страдала с этими кейсами, потом из этого всего делала спичи, потому что мне нужно было готовиться к интервью, и это было безумно сложно. Вот тут очень похожая история. Мы же все очень плохо рефлексируем о том, что мы вот позавчера сделали клевого на работе или за последний год. Для нас это просто что мы вообще клевого делали. Мы же там таски делали и ругались. Да, или вообще, да, что мы сделали клевого за все это время. И оно все пролетает, и ты вот с этим самозванцем потом встречаешься на звонках, и ребята говорят, да я вообще ничего клевого не сделал. Ты такой, так, чувак, подожди, ты CPO в очень большом банке, у которого 100 плюс человек, 10 команд, вы делаете вот этот стрим, у тебя вот столько много денег под управлением, условно, в твоем продукте. Такой, ты ничего не делал. Да, но там же команда, люди, я-то что? И ты такой, окей, ладно, давайте по порядку. Сначала это раскопаем, и это тоже очень большой труд. В общем, начиная с мая начали приходить те ребята, которые в 2021 году про это думали и сейчас решились, да, триггер событий произошло, они поняли, взвесили, такие, так, все, погнали, мы готовы работать. Вот оттуда к нам пришли с этого, наверное, периода с лета по осень очень крутые ребята, которые приняли серьезные решения и прям фигачили. И у нас вот к концу года от этих ребят очень много пришло очень кайфовых офферов. И в Великобритании у нас случился оффер, и случился офферов много в Германию и в Португалию. Офигенный релокационный пакет в Дубаях у нас случился, Сингапур. По-моему, индонезийский у нас тоже оффер случился, но тут надо проверить, какой он финально выбрал, потому что он, там, наш CPO-шник выбирал из нескольких. То есть был прям огонь. Мы очень радовались, потому что это, и часть заслуги команды, а часть еще и ребят и их эмоционального настроя, насколько они готовы, потому что, сдаются очень много. Честно тебе скажу, да, там добегает до конца тебя слушал, очень Даша, мало ребят. Хочу тебя перебить. Да. Я думаю, что ребята могли упустить важную вещь, которую будут смотреть. Я думаю, очень важная штука — это то, что ребята садились и работали как на второй работе. Я просто лично знаю очень много ребят, которые не готовы терять в деньгах. Знаешь, они такие, типа, я уже работаю на 3 работах, но я хочу там поехать, но я не хочу отказываться хотя бы от одной работы, я буду там на 2, 3, 5 работах работать, и когда-нибудь в будущем, вот, я перееду, там, еще что-то. Вот, и что это кейс, который не работает. Кейс, который работает, ты на работе вообще все в минус там ставишь, там еле работаешь, но делаешь свои релокационные дела. Вот. Да, на самом деле это правда. То есть эта штука, оффер куда-то в Европу, в Америку, да, там с нюансами, но все же в Америку тоже, они случаются, если работаешь хорошо. Да. Они могут случиться еще потому, что ты супер кайфовый, и потому что еще удача тоже может случиться. У нас, кстати, в пакете, в нашем вот всех офферов лежит один очень-очень интересный. Это девушка, с которой мы работали еще в 2021 году, которая в 2022 получила оффер с единственной компанией, куда она отправила резюме. Она позвала ее на интервью, она дошла до оффера, и они ее перевезли в Европу.
Человек не старался вообще. Это был единственный кейс в нашей истории, когда человек вот так вот достаточно быстро прошел, и она не технарь, она UX-исследователь. То есть это офигенно. И на самом деле я радуюсь и рассказываю про этот кейс, потому что, с одной стороны, вдохновить, что правда бывает по-разному, а с другой стороны, еще и сказать, что, зачастую надо много работать. Да, все-таки нужно очень много потратить времени. И вот ты, Егор, очень правильно говоришь, что скорее даже поставить на первое место поиск новой работы, чем перформанс на текущей работе. Потому что первое и второе делать одновременно, не получится, где-то все равно будет просадка. Да, и тут вопрос приоритетов, что для вас важнее. Круто. Вообще, Даш, разложила по полочкам. В Дубае есть одна забавная особенность. Там мало платят денег. Вот. Да, вот почему-то так вот получилось, что наши кейсы, может быть, это тоже, опять-таки, да, наша скошенная какая-то статистика, но там не так уж, чтобы много платят. У нас был очень прикольный, тоже забавная история. Мы помогали продукту искать работу. Он хотел в Великобританию, мы ждали Global Talent визу, и она делалась достаточно долго, не знаю. Ребята, я надеюсь, вы знакомы, да, это ты 3-4 месяца готовишь кейс, потом у тебя 2 месяца рассматривать, потом, если нет, у тебя есть возможность апелляцию сделать, еще какое-то время подождать. В общем, около полугода. Достаточно непросто. Тут вопрос срока подготовки кейса, да, потому что тебе нужно по определенным критериям подходить. Зачастую это связано с какой-то публичным твоим присутствием где-то в медиа. Если у тебя этого нет, то надо это писать, надо выступать, и это тоже время. В общем, у нашего человечка, продукта, достаточно много времени ушло на подготовку, и мы такие, окей, ладно, пока мы ждем Global Talent, может, что-нибудь посмотрим. Давайте, может быть, Арабские Эмираты, весь финтех посмотрим, европейский, он финтеховец, такой клевый. И очень быстро к нему в LinkedIn пришли ребята из Арабских Эмиратов, такие, кайф, погнали к нам на интервью, он прошел все этапы, все, им супер нравится, суперский какой-то финтех-проект, стартап, офигенно, они дали ему в 2 раза меньше, чем он получает в России. В 2 раза меньше. Это просто жесть. Мы такие собираемся с ним. Да, мы такие с ним собираемся. Я говорю, как? Ты будешь думать? Он говорит, Даша, а что тут думать? Что думать? 2 раза меньше. Зачем? Я поеду, не знаю, в Южную Корею поживу или куда-нибудь в другое место потусю и буду работать там, где сейчас работаю. У меня все офигенно. Зачем? Там еще и плюс 50. Ребят. Вот, поэтому это вот наш один кейс. Другой у нас есть очень хороший. У нас девушку продукта, кстати, тоже продукта перевезли в Дубае на сеньорную позицию вместе с семьей, с офигенным релокационным пакетом, но по зарплате это было, конечно, не до конца то суперское, что могло бы быть в Европе, например. Да, тоже все равно немножко поступились. И третий у нас есть кейс, мы медиапланеры устраивали, она оффер в январе получила, и он чуть-чуть меньше, чем то, что она получала в России. Да, вот зачем они тогда едут в Эмираты? Греться? В случае с медиапланером, это тот кейс, который я говорила, она джуник, и она поехала как партнер, потому что ее партнеру дали оффер, он переехал еще осенью прошлого года. Вот девушка-продакт сеньорный, там суперский проект, они просто больше платить не могут, но зато они релоцировали их всех, то есть они, мы тебе поможем. И это было очень, да, это было круто. В случае с первым, который наш продакт не взял оффер, там просто по фану было, посмотреть, что, может быть, и знаешь, еще у нас так долго не было ответов, мы все в этот Лондон бедный тыкались, а там просто реджекты одни, и мы такие, так, все, давайте посмотрим что-нибудь, чтобы потешить наше самолюбие, что с нами все хорошо. И вот оффер. Даша, так а что там по итогу с вот этим чуваком, который из финтеха, он куда-нибудь устроился по Global Talent? К сожалению, ему не дали Global Talent GT. И и мы пока на паузе, мы ждем, пока он сейчас переподается сам на GT второй раз, и у него после апелляции тоже отказали. То есть у него прям полностью переподача заново. Вот, и он возвращается, как только будет GT, потому что, по чесноку, у нас получилось в Лондон устроить продакт-менеджера, девушку, которая переехала, и у нее была возможность работать в стране супер быстро. Мы устроили ее за 3 недели, мы помогали ей с ревью резюме и с подготовкой. То есть у нее была виза уже? У нее была виза, ее просто как пирожочек отхватили, и все, она там работает и чувствует себя потрясающе. Нет визы,
все пипец, все становится безумно сложно. Поэтому если есть GT, ну, условно, месяц-полтора, и мы все сделаем. И поэтому мы вот, короче, сейчас на паузе, ждем, когда Global Talent появится. Все, я понял. Пойду-ка я делать визу. Да. На самом деле в Америке такая же история. Хочешь в США, сделай О1, дорого и долго, ребят, дорого и долго. Но сделайте О1, очень быстро найдете работу. И вы найдете хорошую работу с хорошими денежками. Это мой план Б после Польши. Да. Кажется, что это должен быть твоим планом А. Я теперь уже про UK задумался, пока с тобой разговариваю. Да. Это еще, знаешь, очень просто объясняется, да, если у тебя JT, значит, ты уже подтвержденный талант. Тебя особо-то что смотреть, да? Тебя уже и так вдоль и поперек посмотрели, что ты клевый. Но еще это значит, что ты достаточно упорный, потому что это штука с большим количеством доков, которые нужно подготовить. Ты все сделал, кажется, ты норм товарищ, поэтому забирают очень быстро таких ребят. Я думаю, в Британии это очень дорого. Да. Да, но на самом деле О1 дороже, намного дороже, чем делать JT. Да. Понял. Ты говорила про индустрии, которые надо выбирать. Что за индустрии? Как их выбирать? Я просто... Смотри, я со своего маленького технического опыта могу сказать, что зачастую это звучит как, типа, это банки, это стартапы, это какие-то продуктовые компании. Что за индустрия? Почему не так важно их выбирать? Ты похоже назвал, на самом деле. Важно по одной очень простой причине. Я уже ее назвала, что продается хорошо то, что ты уже умеешь делать. Поэтому тут, на самом деле, выбор индустрии, он к очень простой штуке сводится. Это принять то, что тебе нужно будет продолжать делать, то, что ты уже делал. Да? И искать как можно релевантные проекты, компании, продукты, в которых ты будешь максимально полезен прямо сейчас. Объясняется все очень просто. Обучать дорого-долго. Особенно, если мы возвращаемся к теме сеньорных ребят, у кого шансов на международку больше. Хотят, чтобы ты перформил сразу, а если ты условный продакт, который делал офигенный, Озон и хорошо понимаешь в e-коме, но теперь ты хочешь в какие-нибудь необанки или финтех-стартапы, мы долго будем, конечно, с тобой возиться, чтобы ты это все понял, потому что у тебя совсем нет багажа. У тебя есть хардовый очень хороший багаж, но совсем нет экспертизы в индустрии и в людях, и в сегментах, и в продуктах, и в рынке, вообще ни в чем, и это будет, прям суперсложная история. А еще и вернемся к тому, что тебя надо перевести, это значит 2-3 месяца тебе подождать, 10 тысяч баксов заплатить, и у меня здесь где-то на локальном моем рынке, в условной Германии, вот они продукты ходят, которые то же самое у моих конкурентов делали, мне не надо их ждать, денег дофига платить, они вот они. Кого ребята выберут, да, мы все-таки все про бизнес, поэтому, конечно, в такой конкурентной борьбе выигрывают те, которые продают то, что они умеют делать. Слушай, да, у меня тут маленький инсайт возник. Давай. В конкурентной борьбе выигрывают не те, кто там лучше или успешнее, я бы даже сказал, те, кто они на своем рынке, они крутые, но на тот рынок они заходят с понижением. Ты такой, вниз немножко улетаешь. И тогда ты становишься просто на том же уровне с местными чуваками, просто как герой такой. Ходишь весь в золоте, и на тебя еще с неба такие лучи падают, и говорят, вот он же, идеальный. Да, но не так. Не так? Да, но не совсем. Когда ты такой лидовский чувак, у которого уже были свои команды, head, CPO, тебе, скорее всего, нужно будет делать шаг назад и уходить на сеньорную позицию, все еще поделать руками, потому что управленцы все-таки растят изнутри, управленцев берут из локальных рынков приблизительно по тем же причинам, просто еще и он с людьми, с которыми нужно будет работать, да, с командой распределенной, межкультурной из разных стран, уже имеет опыт работать. Да. Вот если у тебя такой есть, то скорее и грейд не надо повышать, но зачастую у нас нет, да, unfortunately. И поэтому мы на одну ступенечку вниз уходим. Но точно не сработает история, когда ты такой, так, ребят, мне лишь бы уехать, я 10 лет опыта, можно мне джуновскую позицию, я вам будете платить за меня мало денег, но я все сделаю чики-пуки, вообще просто сэкономите на мне, только отвезите. Так не сработает вообще никак. У нас был, кстати, опыт с девушкой, QA-щицей, которая начала работать QA-ем еще когда мне было 4 года.
Вот, то есть она очень опытный товарищ, и она делала себе понижение на несколько грейдов вниз, либо смотрела компании, которые совсем малютки, да, ну, у которых, ну, условно, отделы небольшие, масштабы не такие большие, которые она уже за свой опыт сумела выстроить и процессы, и команды, и прочее, и ей все говорили, что она overqualified, они не готовы были брать ее, потому что это... Для них кажется несправедливым, что они будут давать такую зарплату за те скиллы, которые есть. И вот с этим тоже, на самом деле... Мне так постоянно говорят. Да? Ну да, вот, я вот иду по тому же пути. Меня все дропают, потому что overqualified. Да, overqualified. Поэтому после CTO в пятерочке, условно, delivery manager в ЮПАМе, ну, Егор, ну как бы, камон. Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Вот, и можно я тут еще минутку про Швецию скажу? Вот мы Давай. На прошлой неделе болтали с девушкой-экспертом по Швеции, она давно туда переехала, очень хорошо шведский рынок понимает и знает, и она вот тоже поделилась, что в Швеции вообще никак нельзя на грейд ниже спуститься, ну просто нет, ну вот шведы сколько ты можешь, столько ты можешь, еще они такие более детальные к... Условно, 5 лет экспириенса, значит, 5 мне подавай, пожалуйста. Если у тебя 7, а ты хочешь там, где на 5, ну, слушай, мне на 5 надо. Мне не надо тех, которые знают еще больше. Вот, и она прям, когда мы по нашим ребятам тоже разбирались по двум, они тоже уже в Швеции, у них есть work permit, они приехали по образованию туда, по учебе. Мы там стратегии с ними рисовали, и она такая: слушайте, ровно ту сеньорный уровень, который у вас есть, берите и вообще не спускайте ни на шаг вниз, потому что вы просто время зря потеряете, они вас могут реджектить, не говоря ничего, то есть рекрутер не придет и не скажет вам хороший фидбэк, типа: слушай, а может быть ты к нам на сеньорную позицию, давай мы тебя возьмем. Они просто сделают реджект, посмотрят на себя и скажут: что за фигня, и просто скажут отказ. Да, хотя на самом деле ты можешь быть суперским кандидатом. Поэтому, короче, грейды не понижаем сильно. Вот. Принято. Никаких понижений грейдов. Никаких понижений грейдов. Можно накосячить на самом старте жестко, и от этого сильно себе порезать воронку. Да, мы все-таки про воронку найма говорим. Я откликнусь на какое-то количество вакансий, мне придет приглашение на интервью, из них какой-то процент, в идеале, на самом деле 10 сейчас, но это прям очень хорошо. Мы сейчас делаем в 2023 году, и вот последние несколько месяцев, но рынок еще такой спящий, да, мы ожидаем все-таки март, апрель, май, хороший подъем в Европе, в Америке, и с учетом всех лей-оффов, что произошло, сейчас у нас 5-7%. Да, 5-7% у нас сейчас, это вот ты на 100 вакансий откликнулся, тебе 7 позвали на интервью, это вот реальность, unfortunately. Потом оттуда как бы у тебя 5-6 этапов отбора и что-то выливается в оффер. Самые большие косяки, которые стоят очень много, это косяки на старте, на первом этапе воронки, это очень-очень-очень криво сделанная CV-шка. Я скажу, что значит криво сделанный CV. Да, привет, ребята, с криво сделанным CV. Да, что значит CV, которое сделано криво? Первое, у вас что-то очень длинное с фотографиями, очень красиво визуально, и вы сделали больше фокус на визуал и эстетику, чем на то, что написано внутри. Вот ты не поверишь, но это такая частая штука. Вот я даже помню, когда я первый раз делала свое CV для MBA, и у меня была такая же вещь. Я сделала его красивым. Я просто сказала: так, ну все, его откроют, и просто оно запомнится всем. Нет. Нет. Да, берем ее, упаковываете эту шаурму. Вот то синенькое, которое было, помните, у нее цветочки еще сбоку были вот эти. Вот как вам она, да? CV, огонь. Давайте возьмем ее на интервью. Так не происходит обычно, к сожалению. И поэтому нужно уделять внимание сути в первую очередь, в форме. Да, продумывать то, что вы напишете внутри в каждом опыте, а что писать в каждом опыте, это писать результаты, а не то, что ты делал по шагам, все и так знают должностную инструкцию кого-то. Можно в вакансии посмотреть, скорее всего, вы делали приблизительно то же самое. Фокус на результаты, не обязательно писать теми словами, которые написаны в резюме, в вакансии, которые рекрутер поймет, и еще который поймет такие штуки, как ATS, это Application Tracking System, это штуки, которые, системки, которые помогают рекрутеру из тысячи вакансий выбирать 10,
выбить, кому написать и с кем созвониться. Да, они все руками не просматривают уже очень-очень давно. И поэтому ключевые слова очень важны. Очень важно хорошо все сделать структурно, да, чтобы у тебя было коротенькое CV на 1, максимум 2 странички, что у тебя сначала должен быть опыт, потом у тебя должно быть образование, а не наоборот, потому что мы все-таки не школьники, не джуники, да, у джуников должно быть наоборот. Сначала образование, а потом опыт, которого совсем немножко. Я думаю, у джуников сейчас тоже должно быть, как у взрослых людей, потому что джуники будут иначе есть лапшу с водичкой. Ну, да, ну просто есть как бы 2 кейса. Есть джуник, который уже что-то поработал и есть что рассказать, а есть джуник, которому впервые надо на работу устроиться. Ну и тогда, конечно, нужно хвастаться тем, насколько ты образованный, насколько ты очень хорошо задачки крекаешь и готов работать. Слушай, Даша, вот тут нарываешься, да. Тут прям хочется тебе вопрос забросить. А ты как устраивалась на первую работу? Вот у тебя не было ни опыта, было красивое резюме с цветочками. У меня было красивое резюме. Нет, у меня была стажировка. Я училась тогда в Новосибирском государственном университете. Я прошла тестирование и пошла в Сбер работать на первую мою стажировку после 2 курса. А потом пошла в большую 4, а оттуда потом я уже страдала полгода, готовилась и подалась, и прошла в McKinsey и работала в стратегическом консалтинге еще почти 3 года. Ну, в общем, у меня было как... Да, у меня было, я знала просто, куда идти, куда берут совсем без опыта, и в момент, когда я подходила уже к McKinsey, у меня уже было что написать, поэтому у меня было сначала мои 2 опыта, что я там что-то поделала, вот, а потом уже было мое образование. Круто. Вот. Давай обратно к теме возвращаемся. Да. Вернемся. Да, в общем, вот эти 3 больших ошибки. Наверное, 4-е это summary. Очень круто писать короткие такие, наверное, 3-4 предложения о том вообще, про что ты и кто ты. Обычно про сумму твоего опыта, в каких индустриях экспертизы у тебя есть, про что ты еще знаешь, какой-то супер крутой твой результат, возможно, которым прям гордишься. Возможно, про стеки технологий, если ты технарь, сразу же написать там строчно где-то сверху. Интересно, мы в прошлом году делали такой марафон разговоров с рекрутерами по всему миру. Мы болтали с ребятами из Канады, Америки, Австралии, Германии, Великобритании, Нидерландов и еще откуда-то, не помню, 7 у нас, по-моему, было ребят. И все поделились тем, что когда лень читать, смотришь summary просто. И просто не читаешь дальше. Вот если тебя там что-то уже цепляет в том вот как бы сухой выжимке, то уже берешь чувака. Поэтому, пожалуйста, да, не пренебрегайте. Обычно у нас таких в русских версиях такого нет совсем, да, то есть мы там как бы полотно в HeadHunter у нас. Вот, это первая штука. Да. Вторая ошибка на старте здесь — это чисто откликаться. Просто в лоб идти и просто на вакансии в интернетах откликаться. Вот в интернетах так еще 1000 идут, откликаются. У нас, кстати, рекрутер из Лондона сказала, что ей из Лондона на техническую позицию он как-то раз принял почти 4000 CV-шек. На одну какую-то бэкэндеровскую. 4000 CV. Представляете, сколько это людей? Это очень много людей. Армия. И это просто армия. Поэтому, вот туда как бы идти, куда все идут, это, сразу же иметь меньше вероятности, потому что вас просто там больше. Поэтому, please, используйте альтернативные варианты, как достучаться до потенциальных работодателей. Это сделать хороший LinkedIn, писать ребятам в LinkedIn, сделать его настолько хорошим, чтобы вам писали. Вот я не знаю, Егор, ты, наверное, тоже такой испытывал радость, когда тебе в LinkedIn какой-нибудь рекрутер такой. Да, и сердечко отправляет, и я такой, да. Да, может быть, ты к нам, да. И у нас ребят, правда, приходят приглашения на интервью, они приходят, там, офферы получают, офигенно, да. Versus, да, там, ты easy apply в LinkedIn 500 раз нажал, такой, я на 500 вакансий откликнулся. Ну, конечно же, вариант с хорошим LinkedIn, когда ты ждешь, либо ты пишешь еще сам, это вообще очень круто работает. 3-я штука — рефералы, да, там, искать ребят каких-то из нетворка, которые тебя порекомендуют. Пожалуйста, используйте все эти возможности. Это активный такой поиск, он вот должен быть регулярной основой сделан, на регулярной основе. 3-я штука — проблемы с каверлеттерами. 4-я, да, вот мы про резюме, про LinkedIn поговорили, да, как откликаться и сделать его хорошо. Следующая штука — это cover letter. Мне как-то попалась кавер на 2 страницы, в котором кандидат делился тем, что он ищет работу, потому что,
такая у нас ситуация, потому что, не знаю, там наша власть хреновая, все плохо, и я уехала, вообще ужасно, и просто вот как там все дерьмово, как он ходил на митинги. Блин, я вот, правда, очень всех понимаю и принимаю, но это настолько, ну, это, правда, отталкивающая штука для работодателя. Да, я считаю такое, какой-то злой чувак, да, пошел ты. Да. Ну, у тебя точно будет возможность поделиться, в чем твоя истинная причина поиска работы. И абсолютно нормально сказать, что да, внешние обстоятельства подтолкнули меня к тому, чтобы искать ее, и вот я здесь. И, ну, как бы никто вопросов не задаст. Да, но в cover letter все-таки нужно рассказать про то, чем тебя компания заинтересовала, вакансия тебе нравится, насколько ты крутой, да, что у тебя есть релевантный опыт, который уже будет полезен компании прямо на старте. Но если ты рассказываешь про то, как все плохо, и ты бежишь от чего-то, то, не знаю, мне кажется, работодателей, спасателей не так уж и много, и я не думаю, они же все деньги хотят зарабатывать. Зачем им няньками работать за кого-то? Хорошо, спасибо, вообще разложила по полочкам. Я не буду спрашивать, где искать вакансии. Я думаю, сейчас это все немного меняется. Мне недавно сказали, что если ты в СНГ, то на Ашаш.ру сейчас сливают все вакансии вообще. То есть Ашаш.ру сейчас чувствует себя хорошо, развивается как никогда. Да, я бы сказала, что у нас есть вот два сегмента ребят, которые смотрят на международку и хотят на международный рынок. Одни — это вот международка классическая, про которую мы в основном, да, это Европа, Америка, там, Великобритания, бла-бла-бла. Нормальная международка. А вторые ребята, которые по каким-то причинам, скорее всего, внутренних страхов, либо недостаточного уровня английского, пока не готовы прям в международку поиграть и попробовать, а готовы, пожалуйста, можно мне компании, переехавшие с русскоязычными фаундерами, где я буду в основном говорить на русском языке, немножко на английском, но это будут уже международные проекты, да, потому что ребята, уехавшие, они уезжают и в перспективе развивать проекты за рубежом тоже. И вот в случае этих ребят, Headhunter — это самое лучшее место, куда нужно идти, искать вакансии, потому что там есть все есть ребятушки, и это просто действительно не нужно вам никакие LinkedIn, там, Glassdoor, Monster и прочее, вот просто, пожалуйста, Headhunter вам действительно поможет, и все будет офигенно. Да, вот маленькая реклама Headhunter закончена, вот они нам так денег сюда не занесли, чтобы мы про них так вообще хвалебно рассказывали. У меня вообще очень много вопросов к этому сервису. Самые три базовые вопроса — это всегда английский, потому что мы на международном рынке, а люди, про которых мы рассказываем, они зачастую привыкли говорить на своем каком-то родном языке плюс-минус, на работе на английском, но в среднем торговаться и прочее там много где на своем языке. Как подготовиться к английскому, на твой взгляд? Мне кажется, часть подготовки очень важная. Это вообще оценить, хватает у тебя его или нет, чтобы интервью проходить. И вот просто трезво на него взглянуть и как-то немножко либо развеять свои страхи, сомнения, потому что они у каждого есть, если честно, да. Не родной язык, ты в этот момент уже должен на нем думать, да, как-то тебя оценивают, насколько ты умный, а у тебя может просто инструментария не хватать, да, показать, что ты умный. Я вот вспоминаю свои разговоры в 2019 году, я помню, я ездила на конференцию, мне нужно было с потенциальными нашими партнерами болтать на английском. Мне кажется, я вообще кусок жизни просто это не помню. Вот я настолько волновалась, что я даже не помню слова, которые я говорила. Мы вроде бы договорились, все good, но как бы это было очень страшно. Я еще ночь до этого не спала, потому что стресс большой. Важно оценить, насколько получается, да, просто попробовать то, что вы делаете на русском сейчас. Скорее всего, вам то же самое придется делать на английском. Попробуйте сделать это на русском языке. Как у вас получается? Вы чувствуете дискомфорт, у вас получается хорошо вспоминать слова, вы делаете это без заминок, вам не нужно время на подготовку. Если так, то, кажется, на базовом уровне у вас должно хватать языка. Тут уже теперь эмоциональный ваш фон встает вперед. Главное готовиться к интервью и не нервничать. Да? Бывает часто, к нам приходят ребята, например, на сопровождение, возьмите нас в долгую, там полгода поработать, до оффера довести, и мы делаем очень простой чек, мы просто разговариваем с ними на английском про их работу. Типа, что вы делаете каждый день? Можешь, пожалуйста, поделиться со мной, как ты проводишь какой-нибудь там дейлик или еще что-то. И как только... Чтобы ты понимал, к нам по английскому где-то 30% мы только пропускаем из всех, кто к нам хочет, потому что вот на этом очень простом 20-минутном разговоре сами ребята понимают, так мне будет очень тяжело работать на английском языке.
Я как бы думаю про это как про мечту такую свою, да, про цель. Но вот я сейчас пробую первый раз в своей жизни, скорее всего, или второй, или третий, и мне тяжело. Да, и вот, эти ребята как раз через год к нам приходят, типа, Даш, у меня B2, все, погнали. Есть диплом, Skyeng. Да, у меня получается. Вот, поэтому как бы первое, оцените. Второе, как готовиться к интервью. Есть определенное количество вопросов, которые будут у вас повторяться очень часто. Рассказ о себе, да, tell me about yourself, расскажите вот все, что у вас в резюме, пожалуйста, мне, я же не умею читать, да, как рекрутеры обычно всех спрашивают. Вот, и нужно будет там за 5, за 3, за 7 минут, сколько там времени у вас будет, раз 15 рассказать, на самом деле, 20, 30, даже больше, да, в зависимости от того, сколько интервью у вас будет про себя. Здесь в целом репетировать, делать структуру, готовить фразы, слова, отрабатывать, это правда так. То есть у нас ребята приходят, у нас есть такой формат, мы когда неделю помогаем чуваку к одному типу интервью подготовиться, и каждый день он делает одно и то же, либо кусочек этого, либо целиком, его проверяет лингвист, либо эксперт. Вот у нас за эту неделю ребята 10 раз self-presentation свою говорят, вот от начала до конца, а потом сверяются с тем первым видео, которое они сняли. И это просто как, я не знаю, шоу, когда на Первом канале кого-то переодевают, знаешь, такие шоу раньше. Вот это приблизительно вот так, типа там, что это я неделю назад, ну ты там про себя просто как из каких-то кусков смыслов. И жюри поворачивается такие, ты в танцах. Да, ты в танцах. Вот так, оно правда так. Self-presentation очень важен, да. Если мы говорим про американский рынок, так важен вдвойне, потому что там все умеют себя красиво продавать, и ты тут такой скромненький пришел, и 2 слова не можешь про себя связать, конечно же, твои шансы становятся совсем невысокими. Потом базовые вопросы. Мы уже говорили про зарплату, да, с тобой, что спросят сразу, просто на входу. У нас была девушка, мы помогали к интервью готовиться, сделали ей мок-интервью, и она пришла и вот такая... Все было супер, было много вопросов, которые мы с вами готовили, но меня вторым вопросом спросили, сколько я хочу денег. Я так как-то опешила, потому что, да, типа, что? Я не знаю, сколько я хочу просто работать. Да, я как-то немножко была не уверена, как-то что-то там сказала, мы потом поулыбались, видимо, это как-то было на стрессе, не знаю, меня проверили, просто было, типа, расскажи о себе. Сколько ты хочешь? Какие у тебя salary expectations, пожалуйста? Ну-ка, сейчас выдай мне. Я даже с вами не познакомился. Почему я должен говорить об этом? Ну, в общем, зарплата, все, что связано с причинами поиска работы, почему ищешь сейчас, что ищешь, что тебе интересно. Про это будут спрашивать на самом начале, про это будет и нанимающий менеджер спрашивать, скорее всего. И на финале, если ты будешь SEO, не знаю, там, C-level ребятами, они все будут про мотивацию так или иначе с тобой болтать. Конечно, они же надо понимать, как управлять тобой. Конечно. Это же важная тема. Какая у тебя мотивация? Мне надо морковку. Так, у нас там морковка есть? Ну окей. Морковки остались, да, все. Найдем общий язык, да. Третья часть это все, что связано с историями. Мы называем это behavioral interview. Это когда у тебя будут спрашивать вопросы про твой прошлый опыт, когда ты что-то как-то делал. И как это ты делал. Типа, расскажи, пожалуйста, историю о том, как вы с командой в очень сжатые сроки доделали непростой проект. Please, расскажи про это. Да? И вот тебе нужно рассказать эту историю, сделать правильные детали, рассказать контекст, задачу, которая была, сложности, как вы по шагам эти сложности решили, да, к чему вы пришли. И вот это все нужно достаточно компактно умещать. Есть просто фактические вопросы, типа там пару недель назад мы разбирали интервью, которое было у нашего продукта, и он нам отправил список вопросов, которые мы задавали. У него был вопрос, чем отличается среднего от медианы? Это такой, супер. То есть вы собрались все на супердорогое интервью, к тебе пришел нанимающий менеджер где-то из Европы, час которого стоит достаточно времени, и вы рассуждали, чем медиан отличается от среднего. Такие вопросы тоже бывают, но часто все-таки будут задавать какие-то кейсы. А как же эти приколы про Google, когда тебя спрашивают, ты стал маленький, попал в бутылку, как ты там выживешь? Да-да-да, но у нас... И сидят такие менеджеры, такие богатые. Да-да-да, что, как он там выберется. У нас был, это называется брейн-тизеры, по-моему, да, такой формат вопросов. У нас не попадались практически, кроме одного чувака, он принес нам, наш подписчик в канале принес прикольный вопрос. Его спросили, каким бы ты был бы деревом и почему. Это на самом деле вопрос из топа тоже фанговского какой-то, и вот его не фанг-компания, я думаю, они уже не страдают таким, спросил его про дерево, каким бы он был деревом. Страдают? Не страдают. Я недавно в Google ходил на собеседование, вообще ничего не спросили. Я вот столько всего наслышался. А было просто смок-токи вот, на тему того, ой, прикольно, ты прикольный, вот мы друг друга похвалили, и вот и все интервью.
Да. Ну, то есть я тоже там читала про это, и мы и в Facebook помогали технарю готовиться, и вот в Amazon, и вот в Google истории я рассказывала про ребят бизнесовых. Ни у кого не было такой штуки, поэтому, мне кажется, это уже такие пережитки прошлого. Но некоторые компании берут это за правило и все-таки продолжают. Я думаю, это самодеятельность. У меня сложилось ощущение, что в каждой компании есть отдельно там этап, какой-нибудь технарь или еще кто-то, на промежуточном, ему уж надо какой-то summary про тебя написать, какое-то свое мнение, какой ты там помидор. И вот он задает какой-то вопрос, потому что для него он прикольный, он вообще ничего не хочет в ответ получить, просто задает посмотреть, что ты будешь делать. Это правда. Вот когда в мое время я проходила в McKinsey, еще был такой формат стрессового интервью, когда тебе создавали непростые условия, чтобы вроде бы то же самое делать, но немножко с напряжением. У меня было стрессовое интервью. У меня было 3 интервью, одно из которых было супер стрессовым. Чувак опоздал на 20 минут, пришел, сел, положил ногу на ногу, вот так вот собрал ручки. Интервьюер. И сказал, что предыдущая девушка, которую он интервьюировал, ну или молодой человек, он не сказал пол, вывела его из себя, и очень долго он там задержался, потому что они никак с ней не могли, ну или с ним не могли закончить, и он просто устал. И вот он такой: давай, решай задачку. И я такая: ё-моё. Вот. Но потом мы с ним дружили. Вот. Он хорошим менеджером оказался. Поэтому стрессовое интервью сейчас тоже условные пережитки прошлого, но элементы стрессовости... Я думаю, могут быть в маленьких компаниях. Я не уверен, что если ты в большую компанию пойдешь, будет стресс-интервью. Вот, а в маленькой могут быть из-за самодеятельности. У меня было парочку. Расскажи про свои. Давай я поделюсь быстренько. По-быстренькому. У меня была опять история с ЕПАМ. У меня есть такая традиция, я раз в год хожу в ЕПАМ. Ну, там, кто-то смотрит с легким паром, а я раз в год хожу в ЕПАМ на собеседование. Вот. В одном из собеседований я пришел, и там было человек 20. Вот, это просто... Я подумал, что я туда зашел. Я такой, типа, так, закрыл дверь, постоял, подумал, ну, типа, я уже пришел, потратил свое время там на дорогу и все такое. Это еще было, когда времена офлайна. Решил пособеседоваться, и вот 20 человек вопросами завалят кого угодно. Я там прям как ни старался. Мне дали мелок, сказали: вот доска, и 20 человек меня просто уничтожали вопросами, я там что-то пытался решать одновременно. Вот, мне запомнилось. Было еще пару раз, когда ко мне на интервью приходила девушка, когда я уже там нанимал людей. Пришла девушка и пыталась угадать, что мы хотим у нее спросить. Это было очень заметно. Забавно. Да, мы спрашиваем: а что ты хочешь? Она такая: я хочу сделать вашу компанию лучше. Ну, ты такая, типа, пыталась быть очень хорошей. И в какой-то момент мы решили такие: тихо. Давай мы про тебя немножко узнаем, а не про нас, какие мы классные. Вау. И она расплакалась прямо на интервью. Вау. Да. Но мне кажется, вот это тоже такая про важную часть подготовки к интервью. Вот ты сейчас, да, этим примером затронул. Действительно иметь хорошую причину и себе самому объяснить, почему ты хочешь работать в этой компании, потому что тебя про это спросят, да, почему мы тебя заинтересовали. И прикольно, что в Европе мы часто сталкивались, наши клиенты часто сталкивались с кейсами, когда компания сама выделяла время и продавала себя. То есть для них это условно каждый из вас друг дружку выбирает. Да? Мы рассказываем про себя, чем мы молодцы, хороши, и стараемся тебя как-то замотивировать с нами работать. И ты уж, пожалуйста, тоже поделись, потому что мы тут как-то пытаемся, да, найти матч друг с другом. И поэтому и ребята тоже с компанией активно делятся, почему ты им кажешься хорошим кандидатом, да, вот что у нас такие требования, ты по этим требованиям подходишь. Это здоровые отношения. Это здоровые отношения, кстати, ты очень хорошую тему, Даш, подняла, давать обратную связь. Во-первых, я заметил, что очень хорошо работает, когда я в конце, там, например, общения с ребятами, я summary подвожу. Ну, типа, вот вы проговорили это, я вот это понял, классно, вот здесь мне нравится, здесь мне не нравится. Просто какой-то summary моего ощущения от них, обратная связь. Она прям очень сильно хорошо работает на позитивном таком фидбэке, там вот переписок, дальнейших каких-то перезвонов. Насколько быстро тебе информацию обратно там отпускают. И прям это важно. Да, это очень важно. Мы рекомендуем еще ребятам тоже прям очень смотреть на то, как между вами отношения строятся с потенциальным работодателем. Бывает такое, что, не знаю, ребята
подзабыли на какое-то время. Вот тут у нас тоже был недавно кейс, позвали на интервью, чувак пришел, наш клиент пришел, а рекрутер с той стороны не пришел. И он только на следующий день или через день ответил на его имейлы, которые он писал. Ну, то есть это очень странно. Да, плиз, вот нужно как бы в позиции равных, да, стараться. Вы выбираете, вас выбирают. И если вам что-то не нравится, то лучше в это не идите дальше. Ваше право также сказать нет, как и их право. Потому что что-то вот мы сейчас, да, из-за того, что конкуренция очень большая, вроде бы нам как бы больше надо, нас еще и перевозить будут, чувствуется у ребят работодателя, что они такие, типа, будто... здравствуйте, да, опять вы. Да, что работодатель тут решает, а я вот тут как бы ищу и хватаешься за первую возможность. Все-таки нет, ну как бы вот этот настрой тоже очень важен. Кстати, я не знаю, как про это говорить, про какую-то мистику или еще что-то, но вот мы про английский тоже с тобой разговаривали, настрой важен вообще очень сильно, да, если ты внутренне как-то чувствуешь, что ты будешь не справляться, тебе будет мало приходить приглашение на интервью, я вот сейчас за любую компанию вцеплюсь, оно все будет не складываться вообще жесть. Так, как только ты отпустишь, полетишь вообще в трубу. Да, как только ты отпускаешь эту штуку, у нас вот был кейс с девушкой, которая очень боялась проходить интервью, мы через 3 месяца зафармили ей первое интервью, она его провалила, и после этого ей было очень спокойно, и у нас пошли интервью. Вот просто, я не знаю, как это объяснить, кажется, как будто ты и рекрутерам дольше отвечаешь, и отсматриваешь вакансии медленнее, и в LinkedIn что-то не делаешь, да, это же как раз синдром отличника, нет? Не похоже, да, что люди очень сильно стараются? Похоже. Это, знаешь, наоборот, мне кажется, это внутренний самозванец тебя, ты боишься, а еще боишься признаться в этом себе, и ты как бы во внешний мир все это оттягиваешь. И я еще кое-что придумал. Сейчас я доскажу. Давай. Сейчас. И он как будто, этот мир дает тебе подтверждение, что так, ты в своей голове, мне плохо получается, я никому не нужен на международном рынке, сам там резюме плохо сделал, долго откликаешься на вакансию через неделю, например, просто. И, конечно, у тебя приходит реджект, и такой, вот, я знал, видишь? Я хреновый, да, и вот это как бы часто встречается, на самом деле. Это как самосбывающееся пророчество. Да. Вот. Чем больше веришь, тем лучше работает. И я хотел добавить, что здесь очень похоже на то, что ребята сами себя не то что программируют, а как будто пытаются контролировать работодателя. Да? Знаешь, ты такой не знаешь, что будет в будущем. Там, и такой, а я сейчас буду следить, я буду внимательно все делать, я буду так много нервничать, чтобы заманипулировать работодателем, чтобы он меня точно нанял с первой попытки. Вот так вот просто опа, и все. Это как попытка держать то, что... Под контролем, то, что невозможно контролировать. Да, то, что вообще к тебе никакого отношения не имеет. Вот, ребята там проснулись в четверг, там проспали все твое интервью, и тебя не взяли на работу, и ты там... А ты уже в депрессии лежишь. Как так? Я же там так старался, так контролировал. Да. Еще, кстати, из ошибок в процессе прохождения отборов, уже ладно, мы интервью пошли, да, еще про очень серьезно ко всему относиться. Знаешь, такое, когда у тебя на кону совсем все стоит, вот ты сейчас идешь на интервью, ладошки потеют, все прям сложно. Да. Это правда очень сбивает с толку. Еще и не родной язык. Ребята, которые, ой, сколько было кейсов у нас, когда чуваки говорили очень плохо на английском языке. Не знаю, там ребята кстати, с Дубаев тоже не очень иногда разговаривают, совсем ничего не понятно. Плохо говорят, вообще там непонятно, что они говорят. Да, непонятно. У немцев еще специфический акцент, и у всех, у кого условно там Нидерланды, Австрия, там прочее, тоже достаточно тяжеловато. Нет, в Нидерландах хорошо говорят, там они прям прекрасно говорят. Возможно, но как бы у нас попадаются кейсы, когда случаи бывают, когда сложно, да, понять, и это еще вдвойне усложняет какую-то коммуникацию, плюс ты еще боишься, плюс еще и слова на английском пытаешься подобрать, а еще если не тренировался, буквально там у тебя в голове словечки не поднимаются сами по себе, то еще и тяжело думается, ты берешь паузы, все, оп, и ушел, сошел с рельсов, и все. А это, кстати, это навык, и навык как раз отпускания всего. Когда ты можешь, когда слово не приходит, у меня так, просто какое-то время ходил на собеседование недавно, не знаешь слова, все, ты его не знаешь,
принимаешь то, что все, это слово не найдется, сколько бы ты его ни искал, и тогда начинается пантомима. Сейчас я там на пальцах буду тебе объяснять. Да. И это забавно, это реально работает. Можно объяснять супер простыми словами, типа налево, потом чуть-чуть направо, потом кружок. И так мы нарисовали велосипед. Это У меня в декабре к нам приходили ребята из Google X в гости. Мы позвали их, они рассказывали про свой путь, как они пришли в Google и делали вот такие околосекретные проектики, которые совсем про будущее. И вот один из наших спикеров делился своим опытом попадания в Google на стажировку. Он тогда ездил по каким-то международным олимпиадам и где-то там в ночи с ребятами из Америки интервьюировался, ему дали какую-то задачку решать, техническую, что-то там, алгоритмическую. И он сказал, что он со своим английским понял 10% того, что нужно. Он не понял контекст, он не понял кучу слов, он очень плохо изъяснялся. И вспоминая свой опыт, было такое ощущение, что должны точно сказать «нет», но сказали «да», и он прошел английский там через пару месяцев уже внутри в среде, очень быстро подтянулся, ты понял приблизительно, на какой уровень тебе нужно английского, да, потому что мы же еще не там в среде думаем, что нам нужно вот так, а в целом-то вот так достаточно на самом деле, да, никаких там идеальных английских и акцентов никто ни от кого не требует. И все стало супер хорошо, он строит карьеру в Google, офигенскими штуками там занимается, крутыми, очень доволен. Но интервью как бы было провальным, поэтому лучше отпустить. У тебя тоже был такой? У меня были ночные собеседования как-то. Я в Бангкок собеседовался, у них тайм-зоны, то есть любые собеседования попадали на 5 утра, 3 утра, 2:30 утра. И я помню, что я просто в какой-то момент решил по приколу это попроходить. Я просыпался, я не знаю, что мне спрашивали, я был супер сонный, я просто что-то отвечал и шел дальше спать. И просто в какой-то момент они говорят: мы купили вам билет, прилетайте. Прям вот туда, в Бангкок, на живое собеседование уже там, on-site. Я такой: ого. Я вот так удивился, такой: ну, конечно, еду. Почему нет? Я на 4 дня поехал в Бангкок, вот так. Круто, очень круто. Чем закончилась ваша история? А я понял, что мне стрёмно в Азии. Вот я тогда впервые оказался в Азии, я понял, что я боюсь, что там вот отравиться, мне еда не понравилась. Я подумал: не, стремновато. У нас такая же была история. Да. У нас была такая же история с архитектором, solution архитектором. Ему тоже поставили интервью очень рано. И он сказал: я проснулся и наговорил какой-то фигни просто. И лег спать, злой такой, что ну что, я не попросил их перенести, встретился и прочее. Просыпается на следующий день, и ему рекрутер написал, что зовут на финальное интервью. В общем, такие штуки, ночные интервью, может быть, и работают, ребят. Да, когда ты расслаблен вообще на 100%. Когда ты уже встал, ты уже понимаешь, что это все, на что ты способен сейчас, у тебя нет никаких вот этих внутренних ожиданий больших, такого какого-то стресса. Что ты должен быть где-то вот тут, а ты вот здесь. Да. А ты только проснулся, и ты такой: окей, ладно, будь как будет. И вот это «будь как будет» правда очень решает. Поэтому, плиз, да, ко всем интервью «будь как будет». У вас их нафармится большое количество. Просто расслабьтесь. Да, каждый из них 100, для вас я уже услышал. Да, 100 как минимум надо откликнуться, чтобы было 10. Но если хорошо стараться, 20-30 вы себе найдете точно. Да, из этого даже у вас с учетом будет вот этой всей оффера. ситуации на рынке труда, думаешь, можно? Да, но только, опять-таки, про количество усилий, чтобы их найти. Да, этих усилий нужно потратить больше, чем это было раньше. Но да, это возможно. Супер. Вот, да, тут скажу, вот оффер архитектора, про которого мы говорили, он, я надеюсь, его получит, но у него есть другой. И это офферы, первые его с 220 откликов на вакансии. Мы сделали 220. Как ты считаешь? У тебя есть какая-то калькулятор откликов? Мы работаем же с ним в долгую, и мы ему ищем вакансии, плюс он сам искал, составляем большой список, трекаем все, на что откликнулись, круто. Что куда пришло. И вот мы знаем, что их там 219 или 217, что-то такое. Это вот то количество откликов, которое привело у него к двум, я надеюсь, к 2 офферам. А интервью он проходил, с компаниями 30, наверное, из этого списка. Вот как раз приблизительно, условно, 15%, чуть меньше. Хорошо, смотри, Даш, мы поговорили про все. Я думаю, человек, если сможет все это раз 10 пересмотреть, переварить, он уже будет на много ступеней конкурентно способнее в нашей сегодняшней среде. Даже если он никуда не будет релоцироваться, тут было очень много полезной информации.
для того, чтобы хотя бы summary написать. Хотя бы summary в резюме, никаких фоток и никаких цветочков, пожалуйста. Блин, а как же эти шаблоны с фотками, где черные ребята улыбаются, сидят? Да, не знаю, не смотреть на них. Да, беда. У нас осталась одна тема, она такая самая важная и самая волнительная. Как торговаться за деньги? Ну, вот ты говорила, что приходят офферы, и там вот вначале тебя спрашивают про деньги, мы там поисследовали, узнали, сколько мы можем получить. И в конце нам еще надо поторговаться. Как торговаться-то? Есть ли какие-то там популярные схемы торговли среди людей? Да, но мы вот уже несколько штук на самом деле обсудили, что первое, желательно иметь контр-оффер, да, несколько, хотя бы на руках какое-то количество, либо приближающиеся, о которых можно активно говорить, да, что у тебя есть альтернативы. Если ты дошел до этапа оффера, скорее всего, тебя хотят взять. Тут вопрос, да, условий. Второе, понимать действительно свою нижнюю границу, до которой вы хотите, можете вообще опуститься. Вот можете опуститься и сколько вам хочется. Это правда очень важно, чтобы потом не пересчитывать такое, блин, ну что это за дела, что это такое. Еще устроился на работе, сидишь в офисе, в первый день работы такой, типа... Такой, фак, и это то, а мне за это вот столько будут платить, что за дела. То есть вот, пожалуйста, да, вот это понимаете, знаете хорошо. Третье, и вот в это понимаете, знаете, входит очень много вещей, да, мы с тобой уже проговорили, и про аренду, стоимость жизни, да, про то, сколько хочется накинуть, про семья. Да, на это надо потратить достаточно время. Еще поизучать систему налогообложения, да, чтобы не попросить настолько много, чтобы потом получать меньше. То есть вот тут нужен качественный ресерч. И, наверное, третья штука — это... Вот вы определили эту цену, пожалуйста, ее очень хорошо могите аргументировать, желательно отработать этот просто спич, да, что вот столько-то, потому что, да, с кем-нибудь, кто может дать вам обратную связь, чтобы вы не звучали с дрожащим голосом, волнительно, да, что вот столько-то, блин, ну, эмоциональный уровень, правда, ну, подготовленность очень важна. Я представил картину, знаешь, такое, тебя спрашивают, сколько ты хочешь денег, ты такой... Много. Такой сейчас. Сколько ты хочешь денег? И ты в этот момент свой стикер, на котором ты написал, сколько берешь, и просто зачитываешь. Я хочу столько. Потому что тоже не сработает. Я вспомнил свои первые интервью, на которых я пытался так торговаться. У меня реально был открыт блокнотик такой. Ну, это были во времена, когда было возможно там удаленно без зумов, там, да, без видео. Интернет был дорогой, видео было непопулярно. И у меня был стикер, написано, сколько я хочу денег, я писал заранее, потому что я такой, типа, блин, ну так много, как я так много попрошу? Это же не... Ну вот. Я читал этим голосом, такой, хочу там 2000. Вот никаких других голосов, да, альтер-эго каких-то не включаем своим голосом, очень спокойно. И последняя, третья вещь, это про дополнительные плюшки, да. Мы уже тоже проговорили, Егор, с тобой, что в пакет вот денежный, финансовый входит много всего, ребят. Пожалуйста, учитывайте во внимание это и тоже подготовьтесь, что вам бы хотелось, да, что в целом компания может давать и что в вашей зоне интересов, может, вы не водите автомобиль, но круто сказать, слушайте, я не вожу в автомобиль, а можно это в мое образование как-то вложить? Или, а что у вас с какими-то опционами, бонусами, да? И последняя, четвертая, на самом деле, вещь очень важная. У вас это все может быть чуть-чуть ниже, чем вы ожидали, но очень важно, насколько и как часто у вас будут evaluation, да, когда вас будут оценивать и пересматривать зарплату, и какая обычно практика внутри компании, потому что, ну, на самом деле, по-хорошему, продуктовые компании, если мы про IT-шку говорим, делают оценку раз в полгода можно спокойно обсуждать свои зарплатные ожидания, раз в полгода можно спокойно приносить и говорить, слушайте, ребята, меня тут параллельно позвали, мне дали плюс 30%, я бы хотела обсудить рост плюс 20, плюс 25, спокойно это делать. Вот, и я думаю, вот эта часть еще очень важна, чтобы понимать, в какой перспективе у тебя будет возможность это апнуть, да, потому что мы же не на всю жизнь договариваемся, да, и контракты, даже если годовые заключаются, там все равно можно сделать. Это хороший поинт был про всю жизнь. Я думаю, большинство людей договаривается на всю жизнь. Вот с кем я не говорю, они торгуются как там просто брокеры на бирже за каждый доллар там в своем оффере. Я думаю, они договариваются на всю жизнь. Да, надо на перспективу смотреть. Плюс, действительно, компания, ее же тоже можно понять, ребят. Все очень, очень много про бизнес, про экономику и очень много про взвесить риски, да. Если они
пока на старте могут не до конца оценить value, который ты принесешь, то это вот приблизительно как можно меньше, да, там, как можно больше сбавить, да, и меньше рисков. Как только вы уже поработали, поняли, что вам комфортно, ты приносишь очень большую ценность, тебе в компании хорошо, а компания тебя удовлетворяет по всем критериям, да передоговоритесь, все супер. И они уже понимают, что терять, и будут супер рады и готовы удержать тебя, опять-таки, если у тебя не супер завышенные ожидания. Кстати, к нам как-то один раз про супер завышенные ожидания пришел молодой человек, продакт, который искал работу за границей, у которого текущая зарплата с его 3 годами опыта была 550 тысяч на руки. И мы такие развели ручками и сказали, это очень много. Рублей, 550 тысяч рублей. Вот здесь, в России. В долларах? Это 1005? Да больше, ты чего? 1005 в долларах это 350. Вот сколько у него было? То есть это 8 плюс. 7. Да, 8 даже почти. Да. 8 тысяч долларов. Джун. Да. 3 плюс года, 3 года. То есть на Европе это будет около только начинающий middle для них. Нет, никогда нет, да. То есть вот супер амбициозные какие-то цели по зарплате будут, выглядеть как-то странно. Ты что, совсем не знаешь наш рынок? То есть про амбиции тоже важно, да, их не завышать, а как-то тоже на что-то рациональное опираться, когда ты просишь ап в зарплате. Слушай, это звучит как, знаешь, мы такие затягиваем поясочек, чтобы просто залететь, потом мы со всеми знакомимся и уже внутри строим карьеру нормально. Уже с какого-то местного фундамента, с нормальными визами, с нормальным там жильем, расходом, когда мы там уже заземлились, мы можем спокойно делать рост. Это не звучит, что ты там, просто по нашему разговору может такая линия сложиться, что мы ребятам говорим, старайтесь, работайте, будет как минимум так же, надо много-много работать, но будет точно так же, как у тебя сейчас, но только в Голландии, вот прям. Но это же фундамент, с которого ты дальше начнешь расти. То есть, конечно. Даша, повторюсь твоими словами, ты вначале сказала, что есть потолок, которого ребята достигли, и тут, чтобы пробить этот потолок, надо по нему еще какое-то время поехать, возможно, чуть меньше потолка этого, чтобы потом уже делать дальше рост. Еще здесь важно сказать, что когда ты меняешь страну, индустрию, продукт, немножко рынок, это для тебя, уже не выглядит потолком. Ты как будто, знаешь, много чего заново будешь начинать делать, да, и здесь очень важно к этому, с одной стороны, финансово, может быть, ты и не получишь сразу больше, чем то, что ты имеешь, но и понятно почему, да, потому что ты еще там ничего и не умеешь, условно не ничего, у тебя есть большая база, но нет каких-то proven кейсов, да, что у тебя что-то очень круто получается, нет больших результатов. Успешных историй местных у тебя нет. И поэтому нужно немного времени для того, чтобы тебе акклиматизироваться, набрать эту экспертизу, чтобы там на рынке стоить уже очень-очень много. Да, то есть рычаг у тебя того, насколько ты будешь расти, там намного выше. Твой потолок в одном месте уже достигнут, но ты выходишь в новое, в котором потолок совсем другой. Да, там лидовские сеньорные зарплаты ребят в Европе, в Великобритании, в Америке, не сравнятся с нашими. В Европе не везде, опять-таки, да, Португалия, там страна Польши дешевле, чем Германия, да, там, Польша тоже мы уже поняли, так себе. Но зачастую там у тебя потолок будет намного выше, чем тот, которого ты достиг в своей стране, в своем рынке. Поэтому тут вопрос, зачем ты едешь, да, если это чисто финансовая история, то, кажется, лучше Шри-Ланка плюс то, что ты делаешь сейчас на удаленке. Но если ты едешь за новым опытом, да, за экспертизой, за тем, чтобы дальше расти и делать что-то масштабное, громадное, и плюс еще и расти в зарплате, то да, это точно будет, только зарплата у тебя, не сразу вырастет, а через какое-то время. Супер. Я думаю, мы вообще очень хорошо проехались по теме релокейта. Кстати, все ссылки в описании на Дашу будут внизу, так что вы посмотрите, вы сможете найти много чего полезного и интересного. Смотрите там внизу. Даша, может, у тебя есть какие-то еще мысли, которые ты хотела бы донести? Или может, что-то сформировалось, пока мы общались? Да, я бы хотела, наверное, какую-то такую поддерживающие слова сказать ребятам, которые сейчас в пути, потому что
Мы много говорим о том, как процесс поиска работы, к которому мы привыкли, да, где-то вот в России, в Беларуси, в Украине, в Казахстане, где угодно, там отличается от того, что есть в Европе, и как всем непривычно и сложно, как это тяжело получать отказы, как это тяжело начинать говорить на английском языке. Это правда все непросто. Очень хочется сказать, что есть люди, у которых это получается, их достаточное количество, и если стараться и немножко там, не волноваться, не переживать, снизить уровень градус важности, то все точно получится. На это закладывать нужно время, да, оно вот случайно, удачно получается очень редко у кого. И там те, кто уже уехали, в целом очень рады, да, тому, что там происходит, новым возможностям, перспективам, продуктам, командам. Мы созваниваемся с ребятами и держим связь с теми, кто переехал, и все просто в восторге от их команд, которые распределены по 30 стран, там, где они там с голландцами, британцами, ребятами из Индии болтают и работают. Это совершенно новый уровень экспириенса сложных задач. Поэтому всем желаю сил, да, и вот моральных, и физических, и времени сделать это. Вот. И, в общем, международка — это кайф, но непросто. Вот так. Непросто. На этой прекрасной ноте будем завершаться. Я хочу сказать, что ребята, которые релоцируетесь, не попадитесь в польскую ловушку. Там все-таки есть страны, которые вроде бы как рады, но нет. Вот, хотят с вас просто повыкачивать побольше денег. Просто почитайте. У тебя какая-то антиреклама Польши сегодня появилась. У тебя реклама я расстроился. Антиреклама Польши. Я потратил на открытие визы 2 месяца, и я потом узнал вот эти все тонкости открытия ИП, и я такой, в смысле? Где вот это вот красным, типа, ловушка? Вот это должно быть просто вот такое, на заборе у них написано большим стикером таким. Осторожно, здесь ловушка для айтишников. Просто я понимаю, что с теми доходами оттуда не выбраться будет или очень сложно. Это будет второй уровень сложности, вторая релокация из Польши куда-нибудь. Это будет непросто. С меньшим количеством денег на руках. Поэтому будьте внимательны, изучайте локации, пересмотрите ролик, мы про это говорили. Вот. Еще раз ссылочки на Дашу внизу, а мы будем завершать. Всем хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока.